Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии. Милые, забавные, трогательные, иногда грустные, иногда веселые. Спасибо. Спасибо за то, что делитесь своим сокровенным, своими жизненными историями. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Кого ты выводишь из себя, что их так в тебе раздражает, да? Посмотрим сегодня, кто этот человек, что, собственно, вас так триггерит, что цепляет этого человека, что не дает ему спокойно жить. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации вы понимаете, похоже на вашу подругу Свету, значит, можете отослать ей это видео. Может, ей будет интересно, кого же она выводит из себя. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что ж тут горе горько у нас? Ой. Странные такие карты. Так, мои хорошие, интересно. Вот по этим картам, если прочесть, знаете, как будто бы по звезде ваша характеристика красивая, умная, интеллект явно выше среднего, талантливая. У кого-то прям видение себя, знаете, у вас миссия, предназначение какое-то в этой жизни. Очень выделяетесь из толпы, я бы сказала. Также по этой карте можете быть звездой местной, да, какой-то, или большой звездой, я уже не знаю, больших и малых экранов, да. В принципе, как будто бы видение вас такое, многие вас видят привлекательной, тут и талантливая, и тут женщина, которая, знаете, как будто бы многие от вас ожидают чего-то еще, вот как будто бы там у вас там потенциал какой-то там, у вас внешние данные, может быть, опять-таки интеллект, и люди на вас смотрят и думают, ну она точно чего-то добьется, она точно заслуживает уж лучшей жизни, чем мы. Ну, у многих так может проиграться. Опять-таки, почему-то вот тут вот эти вот карты мне говорят, первое, о том, что сейчас в вашей жизни не очень какой-то тут прям радостный период. Ну, смотрите, на карте изображен ребенок, который сидит на лестнице, штаны разодраны, плачет бедный, босый. Я не хочу сказать, что у вас там материальное положение такое, но у кого-то, девочки, ожидания одни, допустим, надежда на то, что вот материальное даже будет одно у вас состояние, а тут как будто бы, ну, может быть, зарплату не дали, или не в том объеме, как вы надеялись, или там, ну, уже не знаю, надеялись там на что-то одно, опять-таки, получайте чуть-чуть или совсем не то, что хотели. Говорите где-то, что вас это все подзадолбало уже фатально. Как будто, может быть, полоса какая-то вот фатальная. Не то, что невезение, не люблю такие слова. Но, может быть, у кого-то тут проблемы со здоровьем или у родственников. И так все наслоилось как-то все вместе. И вы говорите, да что ж такое, да когда же этот будет просвет? У многих, кстати, вот эта карта хамелеон, сейчас я буду докладывать, но вот если подряд прочесть, то вы можете это считывать, можно это считать. У женщины есть какая-то мечта, цель, вот идете вы к ней, но вот это вот сочетание все говорит о том, что пока как будто бы вы не слишком приблизились, или было время, когда вам казалось, что вы намного быстрее добьетесь желаемого. Вот эта карта хамелеон может говорить о том, что где-то вы понимаете, чтобы достичь желаемого, вам нужно приспосабливаться или больше как-то ну, стараться. Тут, знаете, как будто бы под лежачий камень вода не течет, да, вот мне тут как будто бы вот сочетание, вот звезда, это, допустим, ваша мечта какая-то, добиться чего-то. Может быть, вы думали, что вот так, как оно развивается, эти события, так вы плавно к этому всему и придете. А сейчас такое ощущение, что как будто бы нужно от прежних каких-то сценариев,
поведения, может быть, формата взаимоотношений с людьми, может быть, от прежних каких-то сценарий вашей реализации, там, как вы себя проявляли. От этого нужно отказываться. Тут как будто бы нужно по карте хамелеон, ничего плохого рядом нет. Просто я хочу тут сказать, что как будто бы, если вы хотите достичь желаемого и побыстрее, а тут карта, говорящая о том, что что-то идет не так, то вы должны то ли, ну, приоритеты в жизни расставить, да, что для вас наиболее важно, и идти к этому. Ну, вот тут что-то такое. Или по-другому попытаться достичь желаемого. Так, у кого-то тут, так, в семье. У кого-то тут проблемы в семье, ну, с близкими, с родными. Так, это о чем? Опять семья, правда, подсвечивают. Карта друг, карта аист, ух карта время, карта луна. Тут как будто бы изначально было все классно, во всяком случае вы надеялись на то, что отношения могут длиться, ну, длительное время, да, и будет все хорошо. Тут карта семья и рядом близкие люди, они как друзья, вы могли на них положиться. Тут карта дом, детки. Время прошло, и карта луна. Вы понимаете, какой-то вот, что муть, туман какой-то. Все может быть. У кого-то ощущение того, что любовь куда-то испарилась, у кого-то ощущение, что я что-то упустила, что-то пошло как не так. Вы понимаете, что нужно что-то менять. Опять-таки, это может быть и семьи касаться. Карта хамелеона, я могу это прочесть, что нужно быть более уже изобретательным, может быть, конкретно в вашей какой-то ситуации. Новые пытаться найти эти методы управления, как-то применять, может, даже эту изобретательность, может быть, по-другому, по-иному как-то. У кого-то восстановить отношения, потому что тут показано, что в принципе семья, друг, и карта друг, вполне возможно, вы находили общий язык раньше. У всех бывают проблемы. Тут, а сейчас как будто какая-то неуверенность вообще, может, в близких. Оно, не оно, дает этим мне отношения наполнение. Но у всех бывают и спады, и подъемы. Почему-то какая-то как идет перерождение. Болезненность. У кого-то с детками могут быть сейчас, ну, может, то ли подросток, то ли, в принципе, взаимоотношения. Кстати, у супругов могут быть из-за ребенка конфликтные. Допустим, один видит родитель такие взаимоотношения с ребенком, да, второй видит, что ребенка нужно совершенно по-другому воспитывать, да, или там какая-то мера вседозволенности, да, кому-то из родителей кажется, что ребенку вот это можно позволять, да, и, соответственно, и требовать с него тоже один объем чего-либо, а второй родитель может по-другому на это смотреть. Ну, у кого-то так, тут кажется справедливость, болезни, болезненный период какой-то во взаимоотношениях. Я не могу сказать, что это прям слишком тут печалька. Мне кажется, временные трудности, может быть, болезненные ощущения, может быть, ощущение того, что ну его нафиг, может быть, одной даже и легче. Вот такое бывает, накрывают такие эмоции, ничего страшного. Но тут как будто бы говорят о том, что нужно пережить, нужно попытаться по-другому, по-иному, себя вести, реагировать, может быть, на это. Опять повторюсь, какие-то приоритеты в жизни выстроить, что для вас важнее. Где-то, может быть, да, где-то взять выходной на работе, если проблемы в семье, и лучше это время провести, ну, не знаю, прогулка какая-то. Или вместе сходите, посетите, я уже не знаю, хотел сказать ярмарку какую-то. Ну ладно, не обязательно ярмарку. В театр сходите, если вам это интересно. В кино сходите, то прогуляйтесь, в конце концов, да, правда. Друг другу уделите время больше. Ладно, не хочу, чтобы это такой какой-то получающий характер носило. Так, хамелеон еще-то о чем? Но опять мне вот справедливость, всадник и вода. Ну, вот как будто мне говорят, что в ваших силах изменить очень многое в вашей жизни на самом деле. То ли взаимоотношения в семье, тут какая-то справедливость. У кого-то прям ситуация какая-то, мне так это считывается, семья, законный брак. И тут как будто бы есть возможность вернуть любовь, внимание, наладить это все. Есть возможность. Карта письмо, ребенок.
Может быть, даже иногда стоит послушать ребенка, чего ребенок хочет, как он себя ощущает в семье. Ладно, карта работы. Ну почему-то мне вот так идет, у кого-то какие-то временные трудности с близкими. И есть возможность на самом деле, и это ваши силы, наладить эту ситуацию, восстановить. Так, почему вот это вот, почему тут что-то по этой карте? Ну, опять они мне одно и то же подсвечивают. Карта гроб. Я спросила, почему ваше такое состояние? Тут карта гроб. У кого-то ощущение, правда, как будто бы эту карта следующая. Род, семья, это взаимоотношения с близкими, родными. У кого-то даже это на работе мы проводим много времени, может на работе проблемы. Карта разбитое сердце. Какие-то разбитые мечты, иллюзии, ожидания. То, что они мне показывают, я то и вам подсвечиваю. По звезде это о чем? Говорят, какой-то такой этап в вашей жизни, он нужен. Сейчас карта книга по звезде. Смотрите, допустим, переоценка каких-то ценностей, да, повторюсь, тех же самых приоритетов. Карта книга – это набраться информации, попытаться, может, по-другому, по-иному эту информацию, полученную, применять. Карта отшельник – где-то разобраться в самом себе, в самой себе вам нужно. Какое-то время, может быть, вы бездействовали, даже и видели, и замечали какие-то звоночки, но по факту могли там просто эмоционировать, просто, не знаю, расстраиваться. Тут карта зелья, это как разочарование какое-то. Вы думали, это любовь, вы надеялись, что к вам, может, по-другому, по-иному будут относиться. Карта зелья, это когда вместо вина любви, да, в кубке вы обнаруживаете там яд, отравленную любовь, токсичную. Туман, как будто пелена перед глазами развеивается, и для вас приходит осознание того, что а любовь ли это, если ко мне вот так проявляются, если так ведут со мной, а любовь ли это, и нафига это нужно? Тут карта очищения, конечно, я могу это прочесть, что нужно, вы понимаете, что нужно, может быть, у кого-то разрывать отношения, может быть, ну тут я бы прочла это по-другому. Тут карта скоробей. Тут, скорее всего, нужно, понятно, уважение к самой себе. Не нужно позволять об себя ноги вытирать. Желательно, да, не допускать до этих ситуаций. Но тут другое, девочки. У кого-то, если вы начнете потихонечку сами меняться, понятно, еще раз повторюсь, с уважение себе. Но второе же, точно попытайтесь по-другому, по-иному реагировать на окружающих. Может быть, как говорят, озвучивать свои какие-то желания, потребности, ну, не в командном каком-то там режиме, да, а как женщина, нежно, ласково, да. И, вот как будто бы можно все восстановить. По крайней мере, карта очищения, мне так хочется это считать, что отношения могут пройти этот этап очищения. Но тут вы должны применить, опять-таки, свою какую-то женскую мудрость. Назовем это так. Так, скоробей. Ну, ценность. Ценность есть этого всего. То есть есть смысл за это побороться, девочки. За то, что у вас есть. Вот почему-то мне сегодня так показали. Так, мои хорошие. Кого ты выводишь из себя, что этих людей так в тебе раздражает? Кого ты выводишь из себя? Что этих людей так в тебе раздражает? Кого выводишь из себя, что этих людей так в тебе раздражает? Кого выводишь из себя, что людей так в тебе раздражает? Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Кого выводишь себя, что в тебе так раздражает? Кого выводишь из себя, что в тебе так раздражает? Итак, кого ты выводишь из себя? Что это за человек? Ох, женщин выводишь из себя. Интересно очень.
В общем, какой-то женский коллектив. Тут сочетание. Выводите из себя женщин. Отчасти, знаете, как еще идет? Как будто бы вы не то, что там почву у них из-под ног выбиваете, а тут у меня идет женщины, допустим, смотря на вас, они, может быть, и стараются брать шансы, карта клевер, карта книга, где-то, может быть, чему-то обучаются, тоже информацию получают. Не только вы там эту информацию какую-то получаете, но тут желание у женщин, допустим, ну, понятно, там карьерный рост, самоутверждение какое-то. Тут у женщин, может быть, они тут по карте старейшины, звезда и кольцо. Тут как будто бы эти женщины на самом деле не могу сказать, что они сидят целыми днями перед телевизором, ни черта не делают, да, там только какие-то сериалы смотрят, ничего против сериалов не имею. Но тут вот как-то мне показаны женщины, которые почему-то себя сравнивают с вами. Не очень хорошее какое-то. И это сравнение не в их пользу. При этом у них тоже есть какие-то мечты по карте звезда. Но тут как будто бы они себя сравнивают. Им кажется, что, допустим, вы в союзе с кем-то, в браке. Может быть, кажется, что ваш избранник вас больше там балует. Или вы как-то умеете воздействовать на этого человека, да, на какого-то, допустим, мужчину, мужа. В принципе, как будто бы вы собираете все какие-то там, не знаю, бонусы, не бонусы. Но тут что-то такое. Вплоть до того, что кто-то может думать о том, что вы можете использовать, опять-таки, харизму, сексуальность свою, для того, чтобы достигать своих поставленных каких-то целей. Не обязательно там прям, как это говорится, через постель, но как будто бы вы умеете как-то влиять на людей. Вот тут вот такое вот. Старейшины. И причем, знаете, многие смотрят, им бы хотелось бы, в идеале, им бы хотелось бы тоже достигать чего-то, к чему-то там вот они стремятся. Но почему-то им кажется, что у вас это получается как-то даже и не токсично, а как-то экологично. По карте старейшины, вот если так все прочесть, мне кажется, им ощущение того, что у вас это, вы там чего добиваетесь, вы четко знаете, куда вы идете, к чему стремитесь, как будто бы даже какая-то мудрость есть в этом. Вот вы будто бы не переступаете какую-то грань. Вот тут так мне идет. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, о чем вот это вот? Что это опять звезда? Все равно какую-то инаковость они вашу считывают. При этом я даже не могу толком разобраться, в чем вот эта инаковость. В общем, тут коллектив женский. При этом они вас считывают, я специально доложила. Тут карта фея, вот как будто бы, я думаю, вы не специально, вы ничего там в глаза им не тычете, не своим там каким-то то ли образованием, то ли своими какими-то там познаниями в чем-либо, но почему-то вот они на вас смотрят, повторюсь еще, сравнивают с собой. По карте звезда, вот тут у них такое ощущение, что вы там идете к какой-то своей мечте. Может быть, у вас корона на голове по карте звезда. Кто-то знает, может быть, вы там увлекаетесь эзотерикой. Опять-таки тоже какое-то такое чуть как предубеждение есть. Хотя я не удивлюсь, если они к вам и обращаются, если вы там делаете расклады. Это такая распространенная практика. Как вот у меня это очень в свое время проявлялось ярко, да, когда на словах осуждают, там даже непонятно в чем, да, это увлечение эзотерикой и расклады, те же самые увлечения Таро. Но при любой малейшей возможности они обращаются к тебе, а раскинь карты, расскажи, что там у меня будет, да. Ты ж тут осуждала, при всех громогласно рассказывала. В общем, всякие гадости, ладно. Девочки, тут еще такое ощущение у меня, как будто бы, понятно, у кого-то в личной жизни из этих девочек, ну, мягко говоря, пустота, да. А на вас они смотрят, им кажется, у вас тут карта сердца, все у вас хорошо в личной жизни. И как будто бы им кажется, что вы, ну, у кого-то элементарно как будто бы корону надели, высшее я, эгоизм ваш,
Кажется, что вы всего, чего вы хотите, вы добиваетесь. И при этом, я повторюсь, еще какими-то своими такими методами, способами, они не считывают это как вот прям токсичные какие-то там по головам. У вас как-то получается, по карте старейшин, это мудро, может быть, обратиться к нужным людям, где-то получить мудрую какую-то подсказку. Может быть, они ожидают от вас одного, опять-таки, какого-то поведения, да, модели поведения, а вы тут меняете эти модели. Вы, может быть, там в нужный момент обратитесь опять-таки даже за помощью к кому-то, и благодаря этому вот тут у вас какое-то идет развитие и нестандартно. Они даже где-то вас не могут, не то что там обыграть, они считать вас до конца не могут. Так. При этом они себя позиционируют, как будто бы мы ж чего, мы хотим хорошего, мы тут, может быть, какие-то заботливые мамочки, внимательные жены, стараются. Просто у некоторых из них, вот как у меня вот идет характеристика этих женщин, женщины привыкли, может быть, по каким-то, может, родовые программы, да, где много отдавали энергии, семья, забота о близких, забота о муже, даже там, где не нужно уже, там, где уже в них особо не нуждаются, пора отпустить, допустим, да, кого-либо, я не говорю мужа, но, может быть, детей уже взрослых, а они продолжают заботиться, для них это смысл жизни, у них другого иного смысла жизни нет, вот как будто бы вот. А у вас, может быть, все какое-то разностороннее, да, вы развито, всесторонне, разностороннее. Как будто бы у вас есть еще какие-то увлечения, желания. Вот тут так как-то мне считывается. Я не говорю, что эти женщины плохие, просто как будто бы они не до конца понимают, как у вас получается, допустим, 1, 2, 3, 5, и вы в этом пытаетесь быть гармоничной, да, а у них, если они там, допустим, сейчас уже за что-то пытаются новое браться, у них проседает, допустим, какая-то иная сфера. Вот так как-то тут идет. То есть, в принципе, девочки, они на вас смотрят, где-то даже берут с вас пример. Но, может, методы, вот эти способы, которым они пытаются там, не знаю, реализоваться, они как будто бы чуть-чуть как устаревшие. Вот поймите меня правильно. Как-то так. Или даже информацию они получают ту же, что и вы могут получать, но опять-таки они пытаются потом в соответствии с этой полученной информацией какие-то шансы брать по жизни, но они как-то так неумело, коряво делают, вот тут мне по этим картам, как будто бы потом они руками разводят и говорят, ну, значит, мне не судьба, или мне поздно, значит, уже там. Кому-то, кто-то говорит, поздно учиться, кто-то говорит, мне поздно там с новым мужчиной каким-то строить отношения, кто-то говорит, мне поздно, уже не знаю, что там поздно. Такое вот что-то проигрывается. Ну, какая-то, знаете, есть выученная беспомощность, а тут у этих женщин какая-то, даже как будто бы выученная, как будто женщины, они оправдывают себя, оправдывают то, что, ну, и, может быть, вместе, когда они общаются друг с другом, им не настолько это как-то обидно и больно, там, что что-то не получается в их жизни. Они видят, что там и у той что-то какой-то провал, и у той. Но я в этом вижу, как будто бы как этот какой-то, кто ли коллектив. Но это не обязательно рабочий, хотя, ну, часто так проигрывается. Это может быть ваши там знакомые, да, раньше вы обучались где-либо, элементарно соседки по лестнице, лестничной площадке, да, ну я примеры уже такие привожу, ну тут женский коллектив какой-то. Ну вот вот этих женщин вы выводите из себя. И что так раздражает вас? Тут уже чуть-чуть как будто бы есть подсказочка. Раздражает то, что на самом деле эти женщины, они хотели бы в жизни, правда, и шансы ловить, и реализовываться как-то, и как они пытаются как-то и информацию получают. Вполне возможно, женщины не глупые. Карта книга, это, ну, стремление чему-то научиться, обучиться. Но как-то они на вас смотрят, и им кажется, что вот у вас пруха, а она какая-то такая вот, может быть, хитрая, может быть, продуманная, может быть, еще какие-то, не знаю, там, сравнения, аллегории какие-то. Я не знаю, девочки, вот как-то так вот. Так, что вас раздражает?
Ох, сразу. Карта ясно солнцем. Сейчас. Интересная карта. Что вас так раздражает? Ух тышка. Да я думаю. Тут вы, по крайней мере, транслируете им, как будто у вас очень устойчивое положение. В каком плане? Психически здоровый человек, и как будто бы вы можете нормально реагировать, может быть, где-то даже на их какие-то выпады, если они там пытаются вас укусить, да. Ой, какие-то, может быть, подколочки, да, где-то пытаются вам даже насолить, нагадить, как будто бы у вас нормальная, даже не то, что нормальная, тут у вас, наверное, правда, вы то ли психологией увлекаетесь, то ли расклады смотрите. У вас какое-то восприятие вот этих реакций их на вас. Может быть, вы даже с юмором, повторюсь, относитесь. Может быть, где-то даже можете пожалеть их. Вот такое вот мне идет. Так, первая карта Солнца. Ну, раздражает в первую очередь вас то, что вы светите. Тут где-то они вас сравнивают как с ребенок. Но ребенок какой? Тут эгоистичный ребенок. Ну, в прямом смысле им кажется, что, может быть, вы идете к своим каким-то поставленным целям, несмотря ни на что и вопреки всему, да, это их видение, да, может быть, там кто-то осуждает вас, думает, не такая уже она там хорошая мамочка и заботливая жена, вот для нее самое главное, там, у кого-то карьера, у кого-то, в принципе, они видят, что там вы следите за собой, им кажется, что где-то вы это делаете, может быть, как сказать, в ущерб даже близким, родным. Но это ошибочное мнение. Это они просто так, им проще так оправдывать, может, свое какое-то то ли бездействие, то ли отсутствие результата в чем-либо у них. Так, по карте Солнца харизматичная, очень веселая. Тут эгоизм есть, вот это тоже раздражает. Так, еще что еще? Светите, не перестаете светить, как бы хреново не было, это оптимизм какой-то, еще других заряжаете этим оптимизмом, как будто понимаете, с чего я буду, если хреново, с чего я буду переставать улыбаться, да, и с чего я буду руки опускать, ну, если не я, то кто за меня будет, да, светить и подсвечивать себе дальнейшее. Там уж не знаю, в дальнейшем я выбрала, да, вот этот вектор развития своего. Мне как бы тут не было тяжело на пути, но я прекрасно понимаю, что я должна сама себя поддерживать, должна сама себе светить. Тут у меня идет переход на новый уровень, как будто бы вот вы заряжаете этой энергией и себя, и окружающих. Я повторюсь, как будто бы почву под ногами довольно-таки трудно у вас выбить, но это их видение. Так, что еще раздражает, что тут, понятно, у вас бывают периоды какие-то, где, ну, реально какие-то там проблемы, неудачи. Ну, тут, смотрите, тут ребенок сидит, разорванные штаны какие-то, плачет, тут, мало ли, ну, периоды там, у кого-то кто-то приболел, да, с родными какие-то могут быть действительно объективные проблемы. Но тут же вас видят, видите, ребенком, который улыбается, любознательный, идет по карте Шут в новое, это новое впитывает в себя. Мало того, что он это получает, эту информацию, он еще это применяет в дальнейшем. Так, и причем тут в картах лиса видят вас хитрой, какой-то женщиной, которая, может быть, им кажется, умеет даже когда ей удобно, вот я могу это прочесть, там где-то быть вот таким ребенком, где-то показать то, что я этого не знаю, да, уж не знаю в каких целях. Может, им кажется, что вы прикидываетесь каким-то наивным ребенком, да, доверчивым. Вот тут еще раздражает то, что как бы, повторюсь, не было плохо, вы все равно идете тут в новое и переходите на этот новый уровень. Может быть, не так, там, не знаю, как сказать, не так быстро, как бы вам хотелось, но все равно развитие, рост развития, тут конкретно как-то, не просто теоретически вы там о чем-то мечтаете, а тут вот этот дирижабль, он поднимается в небо, то есть вы идете вверх, в небо, обучаетесь чему-то. Тут качественные какие-то изменения, действительно. Так, раздражает еще что? Ага, тут есть сочетание лиса, время, зависть, соперник.
вы как будто бы, они говорят, она хитрая, она видит вот эти какие-то, если соперничество против вас какое-то, то время проходит, какая-то зависть у вас, прям в спину вам смотрят, прям как выедают, тут у вас какие-то дыры в спине. Эта зависть вас сопровождает все время, но благодаря тому, что тут у вас карта хитрость, вы как будто бы их видите тоже насквозь, и, может быть, не подпускаете их к себе близко, как друзей, как подруг, да, можете улыбаться, и там, да-да-да, конечно, и сама дальше идет и делает все, что вы там себе надумали, то вы и делаете. И я повторюсь, вот планы какие-то есть улучшить свою жизнь, и вы, несмотря на все это, идете и улучшаете. И тут, соответственно, отчасти замкнутый круг. У вас происходит улучшение и в жизни, и карта зависть. Тут же опять вам завидуют и смотрят кто-то вам в эту спину. Все изучают, как вы себя ведете. Так, раздражает еще, не знаю, тут вышла карта в конце концов. Всадница воздуха. Это женщина, которая уверенная в себе, практичная, прагматичная. И по идее эта карта считывается, что у вас есть какой-то друг, часто это мужчина, который даже не сколько в плане интима, да, а тут человек, на которого вы всегда можете опереться, который подставит вам плечо. То есть где-то у кого-то как защита, поддержка. Вот, может быть, у кого-то это поддержка мужчина рядом какой-то, а может быть, есть друзья близкие, которые вас всегда поддержат. Но это сама по себе женщина, которая привыкла устойчиво там тут сидеть на коне, ну, стоять, в общем, почва устойчивая у вас под ногами была. Женщина, которая завидует еще, находит баланс какой-то, может быть, прекрасно выглядите внутри, баланс, знаете, гармония внутри. Те же самые, может быть, не даете им реакции какие-то негативные, да, они от вас ожидают, там, что-то сейчас они вытворят, и вы тут начнете эмоционировать, фонтанировать. Нет, а вы тут спокойная, уравновешенная, где-то еще так посмотрите и скажете, может быть, мне тебя жаль, да, ну, у тебя тяжелый период жизни, как будто бы они ждут, что вы скажете, там, вот, у вас тяжелый период жизни, а вы еще подойдете, их погладите по голове, пожалеете, скажете, ничего, это пройдет, и это пройдет у тебя тоже. Ну, вот это вот раздражает у вас. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.